Эмма Artworks. Вот какого цвета делать имприматуру в зимнем пейзаже? В ночном пейзаже? В летнем? Так, все по полочкам. В осеннем? В мокром и горном? В горном. Морском и горном. У всех по-разному же. Насколько же я знаю, берут теплую имприматуру. Ну, берите теплую. Но не бывает. Каждый день у нас за завтраком. Может быть, конечно, одна и та же каша. Кто-то любит прям вот кашу ему и все. Ну, в обед-то хотя бы другая еда. Не та же каша. Хотя бы перловка, например, вы обожаете. А в обед можно перловку с овощами. А в в ужин, например, перловку с огурцем, рассольник. И так вот круговерть такая из года в год. Ну, не бывает же такого. Все время ж разное. Почему же имприматура должна быть только теплая? И куда-нибудь в каждый пейзаж одна теплая. Как у Бонард и Вилард. У них вот теплая была охристая. Ну, что нам мешает попробовать другую, синюю, например, синьку, чтобы краску синьку развести и по ней писать. Ну, осталась какая-нибудь там еда в холодильнике. Ну, да, есть утром. Так и здесь осталась краска на палитре. Ну, и ее замазали тем, что есть. Она немножко подсохнет к завтраму. И, ну, писать по новой имприматуре. Новая будет связка, новый цвет, который будет проглядывать, и все объединять. Почему нужно обязательно привязываться в зимнем пейзаже какой-нибудь? Вот красную я взял и написал зимний пейзаж на красный. Я просто специально вам показал, что не имеет никакого значения, какого цвета эта вот подложка. Каким цветом связать. Ну вот вы ходите, например, в каком-нибудь жокардовом, что это такое, я не знаю, материал такой, да? Пальто. Вы же можете на него там серое, например, у вас пальто, жокард. Вы же можете желтую розу вот такую прилепить. Или синюю брошь. Все будет работать. Шарфик разноцветный можно к нему, к этому жокарду. Совершенно замечательно будет все связано за счет того, что у вас, например, перчатки желтые. И здесь шарфик тоже желтый. И все будет завязано. И желтые боты. Все будет в порядке. Shadow Nick, как ротоман и ротоману, говорю откровенно, негоже такие сытные ножки и отличную задницу своей сединой закрывать. Так что я ее отодвинул, я вчера, извиняюсь, не рассчитал свою диспозицию. Теперь моя седина между двумя ротоманскими картинами. Юзер VL. Я была вчера уверена, что красная на стульчике в картине в этой. Это длинные перчатки. Разве нет? Моей квалификации недостаточно в эротике. Я не додумался. Просто красную тряпочку положил. Но действительно надо чуть-чуть подправить. Спасибо вам огромное. Вот так рождается совместное творчество. Это будут красные перчатки. Все правильно. Упустил. В голове моей никак не складывалось, что может быть там красненького вообще вот в туалете девичьем. Оказывается, правильно. Спасибо большое. А одна женщина в ВКонтакте написала, что понятно, кризис, среднего возраста. Типа, я даже не знаю, что это такое. Но лучше, если не знаешь, признавать, да, кризис. У Ренуара был тоже кризис длиною в жизнь. Он уже глубоким стариком рисовал девушек все время обнаженных, они там все, какие-то там венки и все такое собирали. Фильм есть про Ренуара. Ну, у него уже пальчики плохо работали, там, как это называется, когда суставы не гнутся. И он еле кисточку держал, а девушек писал. В общем, кризис у нас с ним среднего возраста. Название кризиса — влюбленность в жизнь, в красоту женщины, в красоту ее божественной природы. Я не устану это повторять и буду писать, сколько моих сил хватит прославлять вашу женщину-красоту. Спасибо вам. Татьяна F. Вячеслав, действительно ли живописец работает, двигаясь всем телом, как в танце?
а не только рукой и кистью. Да не только рукой и кистью, а всем... Один человек, вот посмотрите на YouTube, он огромное количество, зал такой, ну, зал, представляете, концерт, в концерте. Он вытаскивает холст, значит, ставит, выходит, извините, голый, но вот здесь вот у него, значит, ну, прикрывается он таким холстом фактически. То есть люди все закрываются, но не видят, ну, белым холстом закрывает вот эту вот кисточку свою. Закрывает. Он своей кисточкой что там рисует. Все закрываются, хохочут. А потом показывает всем, что он нарисовал портрет какой-то девицы. А кисточкой вот всем телом он нарисовал. Я не вру, посмотрите. У нас Максим, мой приятель по Строгановке, он рисовал тоже всем телом. Но руки у него были вот так вот все, вот просто все в краске, все. ФЦ особенно хорошо очень распространяется. Причем тогда салфеток мы не знали, бумажных полотенец тогда еще не было. Тряпочками. Сейчас я видел тоже многие тряпочками кисточки масляные вытирают. Это вообще жесть. А мама ему купила такой красивый свитерок, такой полосатый, я помню. Новый он надел. И мы поехали на пленэр. И комары там были. Я смотрю, что он машет. Потом подхожу, весь вот так вот просто весь. Ну, естественно, лицо, что там говорить. И этот свитерок. И в метро мы потом ехали. Очень было весело. Всем телом писал. А ну, в этой самой, в аудитории мы гуашью писали. И, значит, он все время отбегал, ну, чтобы посмотреть работу издалека. И не учитывал, что сзади небольшое было место. Тоже стояли с мольбертами, стул на стул, это все, мольбертов не хватало. И все это брушилось, краски, вода, все это гуашь, по полу все это возили вот так вот. Ну, в общем, он все равно бегал. Потом девушки, которые за ним никто уже потом не вставал какое-то время. Ну, коридор такой был для того, чтобы Максим всем телом бегал и писал. Да, это правда. User OG. Совершенно не умею рисовать, от слова совсем. Мне уже 70 лет, но рисую, мне так нравится сам процесс работы, что пересилить себя и бросить не могу. Вот зачем пересиливать? Ну, любому делу можно научиться. Ну, вот вы представляете, вы, например, не умели ходить, ползали на четвереньках, ну, когда маленькая была. И что? Ну, сколько понадобилось вам, чтобы ходить научиться? Ну, год, ну, 2. Ну и что? 72 года вам будет, и вы уже будете писать как профессионал. Так что начинайте заниматься. Делайте свое любимое дело. Сколько бы ни осталось времени, и на каком бы вы уровне ни были. Душа просит, значит, нужно делать. Ну, я видел бабушку, которой там 90 лет, что ли, было. Она говорила, я изучаю сейчас новый язык. Все спрашивают, для чего? Ну, как же я поеду в какую-то там страну, в новую, путешествовать, не зная языка? Это же так интересно. А у вас, она говорила там, молодым, 80-летним, у вас столько впереди возможностей, вы еще сидите, ноете. Так что делайте дело в любом возрасте, хоть там сколько осталось. Все ваши эти дни, годы. Кстати, заходите в мою онлайн-школу живописи. Там много накопилось уроков, очень важных и интересных. Я сейчас работаю над уроком «Цветы в пейзаже», уже заканчиваю монтаж. Скоро буду вас радовать этим мощнейшим теоретическим уроком. Там будут разбираться очень много работ. Ну, в общем, мозг взорвется. Вчера у меня был вечер набросков. Писал я акварелью. Покажу вам работы, то, что получилось.
конце этого видео будет прямая ссылка на ролик 474 «Маленький этюдник». Я его тестировал первый раз, на нем писал, на Чеховке в Гурзуфе. Посмотрите, может быть, вам это видео как-то поможет сориентироваться на тему небольшого этюдника.